Вы не поверите, что нашли в животе этой кошки. Сегодня нашли неожиданные вещи. Благодаря огромной любви людей к животным были созданы некоммерческие организации, чтобы заботиться и защищать этих беспомощных существ, которые часто не могут сделать это самостоятельно. Помощь, которую они оказывают этим животным, бесценна, иногда даже спасая им жизнь и предоставляя возможность найти подходящую семью. Люся — молодой врач-стоматолог, которая в свободное время работает в одной из таких организаций. Она часто находила на улице бродячих кошек и собак и отводила их в ближайший приют, чтобы уберечь от опасностей улицы, и в надежде, что они смогут найти семью, которая их приютит и подарит много любви. Но то, что она нашла в тот день во время прогулки, навсегда изменит ее жизнь. Наша история происходит в многолюдном городе Каракас, Венесуэла. Как и любой другой день, Люсия рано утром отправилась на работу в стоматологическую клинику, которая находилась в 4 кварталах от ее дома. Работа там не приносила ей большого удовольствия. На самом деле она никогда не хотела получать эту специальность. Ее настоящая мечта — стать ветеринаром, чтобы помогать животным. Эту мечту она частично осуществляла, работая добровольцем в фонде «Надежда для животных» некоммерческой организации по уходу и защите животных. Обычно она посвящала свои вечера любой помощи фонду. Она была очень привязана к этому месту и животным. Иногда она даже испытывала печаль, когда семья решала усыновить одно из животных фонда. Но эта грусть быстро проходила, когда она вспоминала, что теперь это домашнее животное будет на попечении семьи, которая будет кормить, ухаживать и любить его. Поэтому, воодушевленная возможностью пойти и выполнить свою работу после клиники, она быстро позавтракала кофе и арепой и вышла из дома. Хотя 4 квартала — небольшое расстояние, чтобы взять общественный транспорт, Люсия предпочитала идти пешком. В любом случае была прохладная погода, а упражнения, по ее мнению, никогда не помешают, чтобы быть в форме и здоровой. Но в тот день, пока она шла на работу, она наткнулась на что-то, что сразу привлекло ее внимание, потому что она никогда прежде не видела ничего подобного. Это была кошка с шерстью белого, черного и оранжевого цвета. Но дело было не в окрасе. Это была непростая кошка, каких мы все видели. У нее был действительно огромный, ненормально большой живот, который сразу бросался в глаза. Сначала венесуэлка подумала, что это может быть очень толстая кошка или, возможно, беременная. Но сколько котят могло быть внутри? 15-20. Нет, это было невозможно. Она быстро отбросила эту идею и решила подойти к кошке, которая шла, сильно хромая. Очевидно, ее живот сильно мешал ей. Сначала, когда Люсия попыталась схватить ее, кошка вела себя настороженно, даже немного агрессивно. Бедняжка, вероятно, имела в прошлом плохой опыт с недобрыми людьми. Но Люсия не сдавалась. У нее был опыт в этом, а она сталкивалась с подобными случаями раньше. Она терпеливо показала кошке, что не хочет причинить ей вреда. Через мгновение кошка стала более доверчивой и позволила Люсии погладить ее. За всем этим женщина поняла, что опаздывает на работу. Но поглаживая кошку, которая теперь сидела у нее на коленях, она подумала, что не сможет бросить ее в таком состоянии. Проблема, казалось, была очень серьезной, и она должна была что-то сделать. Она должна была отвезти ее в офис фонда, где она работала добровольцем, чтобы они могли поставить диагноз кошки и вылечить ее, как они делали это раньше со многими другими животными. Не раздумывая дольше, Люсия позвонила на работу и сообщила, что у нее возникли непредвиденные обстоятельства, и она не сможет прийти в это время. Скорее всего, пациенты, которые ждали ее, расстроятся. Но она подумала, что жизнь этой кошки значит для нее больше, чем время. Поэтому она аккуратно взяла кошку на руки, вызвала такси и поехала в единственное место, где, как она знала, могут помочь. Они быстро добрались. Все присутствующие были удивлены. Они утверждали, что никогда раньше не видели ничего подобного. Люсия действовала быстро, не обращая внимания на комментарии других людей. В тот момент ничто другое не имело значения. Она отнесла кошку к ветеринару, который был доступен в это утреннее время. Доктор Васкис работал ветеринаром 30 лет. Он был настоящим экспертом в этой области, сталкивался с самыми разными случаями у животных, которых к нему приводили. Но это, конечно, было необычно, чтобы не сказать невозможно. Он не верил, что кошка может быть жива в таком состоянии. Но кошка цеплялась за жизнь, как будто знала, что в один прекрасный день придет ангел,
который поможет ей, избавит от боли. И она не ошиблась. Этим ангелом была Люсия. Доктор сразу провел анализы, чтобы найти возможную причину болезни. Результаты потрясли всех. У кошки в брюшной полости скопилось большое количество асцетической жидкости. Доктор сказал, что невозможно узнать, как долго кошка находилась в таком состоянии, но за это время она терпела сильную боль. Хотя сцит не является частой проблемой в ветеринарной практике, причин его возникновения много. От печеночных заболеваний до почечной недостаточности. Это было странное заболевание, но еще более странным было огромное количество жидкости в организме кошки. И что, несмотря на это, она продолжала бороться за жизнь. Действительно, это была замечательная кошка. Доктор сказал Люсии, что они должны удалить по крайней мере 2 литра жидкости из организма. Это будет долгий процесс, но кошка выживет, ей нужно лишь немного потерпеть, и если она дошла до этого момента, она сможет побороться еще немного. Со слезами на глазах Люсия пообещала кошке, что не бросит ее и будет навещать каждый день, пока та не выздоровеет. Кошка едва могла двигаться, но в ее глазах отражалась благодарность к Люсии. Прошли недели, и венесуэлка сдержала обещание. Каждый день после работы она навещала Сиру, так она назвала кошку из-за большой привязанности к ней. Сира лежала на маленькой кровати и почти не могла двигаться. Она все еще чувствовала боль, но это не мешало ей оживляться каждый раз, когда видела входящую Люсию. Ее громкое мяуканье выражало радость. Она привыкла к ее присутствию и каждый день ждала свою спасительницу. Люси участвовала во всем процессе лечения кошки. Она наблюдала, как постепенно уменьшается размер ее живота, выведение жидкости шло успешно. В то же время ее печалила мысль о том, что могло случиться, если бы она не прошла по тому переулку в тот день по дороге на работу или решила взять общественный транспорт. Она задавалась вопросом, сколько животных могут находиться в таком состоянии без шанса встретить кого-то, кто им поможет. Но она решила не думать об этом и сосредоточиться на том, что она может контролировать и что в ее силах. К тому времени она так привязалась к кошке, что решила забрать ее к себе после выздоровления. У нее уже было 5 кошек, но одной и больше, какой вред. Она была уверена, что Сира хорошо вольется в семью. Постепенно состояние кошки улучшалось. Спустя месяц, благодаря заботе Люсии и усилиям фонда, она была в очень хорошем состоянии. Теперь это была игривая, ласковая кошка, готовая наслаждаться новой жизнью без боли и со своей новой хозяйкой, которую она бесконечно любит и выражает это ласковым мурчанием. Такова была сегодняшняя история. А теперь ответьте на несколько вопросов. Знаете ли вы о какой-либо близлежащей организации, которая занимается помощью животным? Попадались ли вам похожие случаи и что вы делали? Считаете ли вы, что Люсия поступила правильно, отменив приемы пациентов, чтобы спасти жизнь животного? Оставьте свое мнение в комментариях. Также не забудьте поставить лайк, чтобы мы знали, что вам нравится наш контент и продолжали создавать такие видео. До встречи!